Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно заглянул на канал Таро Немо. Таро расклад. К чему все идет? Вот давайте с вами узнаем. К чему идет какая-то ситуация? Понятно, у каждого своя. И это у нас общий расклад. Но я всегда говорю, особенно на предыдущих основных моих двух каналах, будем реалистами. Карты Таро – это наши друзья, мои дорогие, которые нам помогают пережить эмоционально какую-то проблему, посмотреть на этот вопрос, который мучает, беспокоит, затянулся, или когда уже что-то, может быть, и надоело, а вот бросить мы не можем. Вот так тоже бывает, да? Мы беспристрастно можем через карты посмотреть это. Знаете, когда мы смотрим расклады, своеобразный альфа-режим переходит в наше мышление, сознание, где-то отпускает вот те триггеры, болевые точки, которые нам не дают возможность увидеть беспристрастно этот вопрос. И стало быть, тогда и решить эту проблему. Ну, немножко отвлеклась, я хочу быть правильно понятой, что наши расклады, мои расклады, я об этом опять же говорю часто на своих каналах, они призваны вам помогать. Я рассматриваю карты с позиции позитивной психологии. И я благодарю за ваши комментарии, мои дорогие, волшебные. Спасибо, что вы откликаетесь, что вы смотрите мои видео. Для меня это очень важно, потому что вы мое вдохновение. Итак, так вот к чему же все идет? Может, какая-то у вас белиберда, а может быть, какая-то паутина, как лабиринт. Каждый раз стучу в стену, да, в надежде, что откроется дверь, а потом понимаю, да нет, опять стена. Давайте посмотрим. И пусть в вашей жизни, мои дорогие, кто смотрит этот расклад, все складывается для счастья, а не только для опыта. Ну, первое, что мы узнаем, это кто же вы. Какую историю нам сегодня раскроют карты, чтобы понимать, о чем идет речь и к чему все идет. Кто же вы? Ну, тяжко как-то, правда? Тяжко, грустно, эмоциональное выгорание у кого-то. Кстати, эмоциональное выгорание чаще всего из-за работы. Когда вы вкалываете до седьмого пота, или когда работа похожа на рутину, когда на вас, может быть, уже навалили, можно сказать, круг каких-то обязанностей. Может быть, вторая серия еще и ждет дома. Так тоже вот часто бывает. Когда на ваши плечи упало абсолютно все. И видя, что вы безотказный человек, именно чаще безотказные люди и люди с тонкой душевной организацией попадают под это эмоциональное выгорание. Помимо того, что их не всегда они поняты, это правда. То, что как вы чувствуете мир, другие так не чувствуют. Или более приземленно, или как-то им проще, легче, назовите как угодно. А вот есть такая поговорка: кто тянет, на том и едут. Ну вот что-то приблизительно. Это как причина эмоционального выгорания. А мы-то сами где должны брать вдохновение? А мы-то откуда должны брать силы? И получается так, что действительно единственные руки, на которые вы можете упасть, это свои собственные. Но наступил тот момент, когда уже и руки не держат. Вы понимаете, что какую-то предельную черту вы прошли. И вот теперь вот эта усталость или какая-то многозадачность, или когда вы понимаете, что действительно кто тянет, на том и едут. И вам уже хочется, ну, несколько как минимум абстрагироваться, может быть, и научиться говорить «нет». Вы сейчас стоите, по сути дела, на выборе, но изначально этот выбор, приведи мысли в порядок, избавься от ментального мусора. Тут, понимаете, переосмыслять какую-то ситуацию многократно нет смысла. Нас затянет в омут. А именно нужно в реальности посмотреть, что вызвало ту или иную проблему, вопрос. Но для всего этого нужно хорошенько отдохнуть. Именно, понимаете, ну, где-то такая холодная голова. Именно еще и уставшие люди делают ошибки. Я часто говорю об этом. И это не случайно. Но вот представьте, ведь вы лежите, допустим, и полночи обдумываете какой-то вопрос. Ну и что? И ни одна умная мысль не придет. Или все равно, недаром говорят, утро вечером мудренее. То есть я тут вижу, что тут люди дошли до какой-то предельной черты. Кто вы? Может быть, это у вас ничего не происходит. Но вот, пожалуй, вторая карта, Паш мечей, она, все то, что я сказала, она дополняет. Вот ваша задача, мои дорогие,
Обратите внимание, это вам надо словно по тоненькой жердочке, над обрывом, между вот этими двумя берегами, как скала, пройти, не глядя вниз и не оглядываясь назад. Знание– сила, нам говорят. Для кого-то это может быть вы сейчас буквально изучаете что-то или пытаетесь перестроить свою работу, свой бизнес, свое личное дело. Рассматриваете второй вариант заработка. Все-таки мечи, интеллект, мои дорогие. И пажи– это у нас вестники. Поэтому, может быть, вы получили какую-то весть буквально недавно. Или была эта весть связана с конкретным человеком. Может быть, это не на вас было направлено какое-то событие, но вы были затянуты. Или каким-то образом вам пришлось еще с другими людьми взаимодействовать. Вы где-то можете и переосмысливать, а зачем мне это все нужно было? Или, а вот моя жизнь вообще, она, как она будет продолжаться дальше? К чему я стремлюсь? Знаете, тут могла быть еще какая-то жизненная метаморфоза, действительно, либо в вашем окружении, либо на вашей работе, или какая-то ситуация, в принципе, вот, в вашем личном деле, в ваших личных достижениях, когда тоже идет вот эта перезагрузка. У вас сейчас такой период, когда то, что вокруг происходит, оно не случайно. Вас ведет судьба к какому-то очень важному решению. Скорее всего, придется что-то и доизучать. У кого-то это может быть банально. Вот есть одна тема такая, наболевшая, да, как триггер, и вам нужно решить. И вас вполне вероятно перекладываете на себя. Может быть, вам специалиста потребуется консультация. То есть вот эта книга, она может быть как человек знающий. Это может быть юрист, адвокат, это может быть отчасти и доктор, да, ну давайте будем реалистами. Может быть, есть уже вот эта усталость, это не просто усталость, а вы долго собой не занимались. Такое, к сожалению, по практике знаю, часто бывает, особенно у мужчин. А это само пройдет. Я знаю, что мои расклады смотрят мужчины. Нет, мои дорогие, вы всегда в зоне риска, потому что вы себя оставляете на потом. Вы всегда думаете, что ну это мне показалось. Бывает, к сожалению, так, когда драгоценное время упущено. Будьте внимательны. Мои дорогие девочки, среди вас тоже таких достаточно. И мы не замечаем, как какая-то хроника у нас начинает уже так это в нашей жизни утрамбовываться, можно сказать. То есть это не просто какой-то первый симптом, а когда мы думаем, ну это усталость, стоит отдохнуть. Да, отдохнуть точно стоит. Но будьте внимательны, вторая карта Паш мечей, может быть и стоит о себе узнать что-то наверняка. Может быть, опять же, это со специалистами, а возможно, это какую-то задачу вам нужно решать. Поэтому тут ведь самое главное, держи баланс. Вот вам баланс, вот как холодная голова, увидеть какую-то реальность и не смотри вниз. Почему я так говорю? Страх сковывает сердце, душу и искажает реальность. А часто наши страхи основаны на предыдущих переживаниях. И нам все время кажется, а вдруг и еще раз что-то повторится. Нет, вы знаете, тут скорее ничего не повторится, будьте спокойны. Тут, скорее всего, вам нужно свою какую-то новую стратегию и тактику вырабатывать. Вот интересно, правда, ведь у кого-то из вас сложная ситуация. Все карты, вот, кстати, обратите внимание, все карты мелкие. Это не есть старший аркан или вот как какое-то событие, такое тоже даже в младших арканах обрисовывают нам карты. То, что, ну, как врывается в вашу жизнь буквально. Видимо, сейчас все, что могло ворваться, оно уже ворвалось. Но вы сейчас пытаетесь себя, свою жизнь отстроить заново. И по семерке Пентаклей у кого-то нужно решить финансовый вопрос. Посадить, иными словами, вот да, вот как семечки тут посажены, а человек выращивает денежное дерево. Может быть, вы ждете какой-то документ. Для кого-то из вас пауза затянулась, ничего не происходит, правда? Посмотрите, у кого-то инсомния, девятка мечей. Конкретно карта говорит или о возможной бессоннице, о смене режима труда и отдыха, как будто вам это вот архиважно, просто необходимо. Иначе вот как с закрытыми глазами. И страх-то тоже искажает реальность. Ну и уставшие люди делают ошибки. Опять же, все то, что я начала по первой карте, нам остальные карты раскрывают. Ладно, что же в вашей жизни прямо сейчас? Но знаете, оптимисты меня смотрят. Вы уже все равно
может быть, и готовы идти в новый путь, в новую жизнь начать. Но и с другой-то стороны, по шестерке мечей вы вообще тут можете что-то иное рассматривать. Может быть, кто-то из вас задумался, что вот в том месте, где вы находитесь, я не могу раскрыть свои таланты. И эту правду нужно увидеть. Значит, может быть, есть смысл переехать. Каким образом это осуществить? И поверьте, если мы себе говорим, что да нет, это невозможно. То есть мы даже, в принципе, не допускаем какие-то варианты. Ну так мы с этим и остаемся. А здесь все-таки нам карта говорит, что, во-первых, это карта мужества. Идти вперед придется. Но девушка в лодке, она одна. И вот и нам, карты говорят, придется идти самому. И определенная доля мужества для чего нужна? Это не есть где-то страх, хотя карта предупреждает. Ты как исследуешь непознанную землю без карты. Ты еще не знаешь, что ты увидишь в следующий момент. Поэтому страха не должно быть. Должно быть, вот поменяйте свои внутренние страхи на любопытство к миру, к жизни. Не к соседу, нет, я не про это. Я именно когда, знаете, чем отличаются дети от взрослых? Именно вот этим любопытством. Они, знаете, вот как есть фраза «смотреть глазами, открытыми глазами ребенка». Он готов удивляться, он готов изучать что-то новое. Но мы шаг за шагом взрослеем и утрачиваем это. Мы становимся чересчур меркантильными. Мы боимся что-то терять. И когда у нас даже происходят какие-то в жизни метаморфозы, мы меньше всего думаем о том, что, ну, ведь это значит что-то серьезное. Вот веха какая-то заканчивается в моей жизни. Пусть мне это довелось очень тяжело пережить, но все-таки мне нужно принимать важное решение. Это вот всегда про образ первого важного решения. И по шестерке мечей первое решение, второй шаг– решимость, третье– действие. И пусть впереди неизвестность, но мы идем вперед. Но если так на конкретику, да, у кого-то это переезды, перемещения, может быть, сейчас какие-то согласования, у кого-то могу допустить вопросы в суде, какие-то разбирательства, заключение важных договоров или соглашений, может быть, и по работе. По работе вполне вероятно, такое может быть. Вы пытаетесь изменить кардинально, может быть, финансовую составляющую, и понятно, откуда к нам приходят деньги. Но это какой-то труд. Или пусть к вам вы имеете уже один какой-то доход, но, может быть, обстоятельства так складываются, что не, ничего не изменится. Вы уже окончательно понимаете, что в каком-то пройденном этапе ничего не меняется. Мне точно нужно идти вперед. И просто вот эта карта, вот если нам вот этот баланс нужно держать для того, чтобы принять решение, то вот здесь мы точно понимаем, куда уже мы идем. И решимости полны. Вот, видимо, энергии постепенно выравниваются. Но для вас, мои дорогие, я начала с отдыха, да, или эмоционального выгорания, не случайно. Знаете, тут ведь к этому эмоциональному выгоранию может у нас и апатия присоединиться, или еще чего хуже, депрессия. То есть это все нарастает постепенно, понимаете? И значит, действительно от какого-то шаблона прежнего для вас жизненно необходимо отходить. Для кого-то из вас карта буквально говорит, может быть, вы рассматриваете и обучение чему-то новому. Кто-то учит языки, кто-то языки программирования, кто-то из вас, опять же, для переезда, может быть, нужны языки, или для того, чтобы быть более востребованным на рынке труда. Кто-то может просто решить, что «а я хочу видеть мир», я хочу видеть жизнь. Пойду-ка я и приобрету права на вождение автомобиля. Это тоже изучение. А у кого-то карьера. И для того, чтобы построить карьеру, может быть еще дополнительные или курсы, или дополнительное образование. Но, опять же, эфир, пространство, интернет. Это могут быть и онлайн-курсы, или, может быть, и офлайн, да. То есть тут у каждого по-своему. Но главное, по этой карте у нас уже перспективы. А я бы сказала, как значение этой карты– карта заслуженного успеха. Но это не тот успех, который прямо сейчас, а тот, который будет совсем скоро. Шикарно, мои дорогие. Посмотрите, потихоньку вы выруливаете на обгон. Это не будет быстро. Тут все движется в каких-то своих энергиях. Но я вам хочу сказать, помощь высших сил. А две шестерки– это всегда победа. Даже если мы переложим на китайскую гексаграмму, она нам это и подтверждает. Все действия от 1 до 6
А 6 – это уже финал, это заключительный какой-то триумф. Поэтому точно у вас получается и решить финансовый вопрос. Значит, вы пытаетесь, может быть, вы уже сделали в чем-то первые шаги, но вам вот так вот страшновато, жутковато. Вы этим не занимались, а я бы сказала, рассматривайте как новая сфера деятельности. Попробуйте. Тут для вас хорошо себя пробовать. С одной стороны, вот именно в чем-то новом. И расширять горизонты, горизонты общения, форматы общения. Быть при этом, конечно, ну, очень внимательному. Тут нельзя замечтаться. Тут, как и глубокая философия на мелком месте, вот это самокопание, да, по девятке мечей, точно так же и розовые очки, ну, явно нам не помогут. Поэтому вот что есть в реальности? Элемент осознанности. Но и когда две шестерки, две победы, значит, какие-то начинания, первые шаги принесут шикарные плоды, финансовые плоды, а также это еще и карта баланса. Вы будете более себя уверенно чувствовать. Избавитесь, мои дорогие, как от эмоционального выгорания, так и, ну, может быть, даже от апатии. Или когда выйдете из сложного финансового положения. Да, вы, наверное, как тот барон Мюнхгаузен, да, вытягивает себя из болота за косичку. Ну а что поделаешь, в нашей жизни бывает и так. Но шестерка пентаклей – поддержка высших сил. Вот такую непростую историю нам рассказали. И у вас тут, вам, знаете, чтобы подытожить вот эти 6 карт, я не случайно именно 6 достала. Я уже вижу, чтобы тут была победа. Мы тут немножко с вами наколдовали, скажем так. Но, знаете, основное, это главное вот не шагу назад, это не оглядываться. Просто понимать, что даже если где-то, но не развивается быстро ваше намерение или цель, или когда вы эту цель не можете в какой-то тезис-план, вот знаете, так по пунктам 1, 2, 3 прописать, вы не должны от этого отказываться. Слушайте свое сердце, оно вам будет давать правильные подсказки. И мне уже тогда сразу хочется перейти к главному вопросу. Так вот, к чему же все идет? Вот к чему это все идет, мои дорогие? В конечном итоге. Принятие решений. Вот посмотрите. Была у нас четверка мечей, а теперь у нас выпадает туз мечей. Туз мечей – это уже решение. Я часто говорю, делит нашу жизнь туз – это как один жезл на период до и после. Нечего добавить. К чему все идет? Пятерка мечей. Вы знаете, возможно, вы будете очень гибкие, вас вынуждают, как будто обстоятельства, не создать себе конфронтации. Вы в последующем, будьте к этому готовы, можете столкнуться с людьми. Это, кстати, в нашей жизни очень часто бывает, что те люди, с которыми у нас была или ссора, или когда мы не достигли взаимопонимания, в той или иной мере нам судьба обязательно вернет какую-то историю, где вот будет участвовать этот человек. Потому что мы должны научиться, опять же, держать баланс. Не должно быть, знаете, недругов. И, может быть, прежде вы просто не поняли человека. Или точно даже знаете, что ничего хорошего от него не жди. Тогда тем более. Пусть вы сведете к минимуму ваши взаимоотношения, но как минимум продолжить общение или сказать «здравствуй». Мы всегда должны. Вот эта возможность, мы должны ее иметь. Потому что когда, ну, если происходит такая ситуация какая-то патовая, и нам нужно вот именно с этой персоной поговорить, нам это сделать намного проще. А конфронтация не приносит нам победы, ведь это пирова победа. Когда мы, вот как этот молодой человек стоит и думает, елки-палки, ну, а зачем вот это все было нужно? И нам тут показан другой вроде радуется, да, тут наоборот немножко в этой колоде вороны, а ворон – это мудрость в этой колоде. Ворон как будто успокаивает, что-то говорит человеку. Вот тут действительно какое-то состояние апатии может быть из-за того, что конкретная персона как-то странно себя повела. Или был конфликт, или был уход человека, или вы столкнулись с чьей-то вроде как победой, а у вас полное поражение. Но тогда, знаете, отпускайте своих и недругов тоже. Не держите зла. Все в нашей жизни уравновешивается. И, знаете, даже не нужно желать зла.
или какого-то отмщения. Потому что те мысли, которые вы посылаете в пространство, они ведь к нам в первую очередь возвращаются. Да, они возвращаются и к людям, но они нас, знаете, в каком-то раздрае долгое время держат. Мы себя как будто, ну, пытаемся переломить, и начинает нас изнутри тоже ломать. А тут самое главное, будьте добрее к самим себе. Скажите себе: ну да, ошиблась или ошибся. Впредь буду умнее. Ну, мы люди, мы склонны к ошибкам, но это нас не должно, ну, как-то удручать надолго. Делаем выводы, идем дальше. Ну, вот такая карта. И вы можете столкнуться опять же с тем человеком, с которым, может быть, прежде был конфликт. К чему все идет? Ну вот, по крайней мере, посмотрите, какой прогресс. И явно тут шестерка пентаклей вам выпала не просто так. Семерка пентаклей. Я сказала, зернышки посадили, ждем, ну, а тут у нас как зернышки, формирование корешков, и растет денежное дерево. А у нас после семерки пентаклей все идет по плану. По плану Творца, я бы сказала даже так. Но это все-таки больше про ваши усилия. Опять же, нет старших арканов до сих пор. По восьмерке пентаклей, да, иногда мы говорим карта рутины, инструкции, детализации. Но я часто говорю по ней: работай, и у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но куда вот эту работу и терпение? Тут надо, знаете, в одно какое-то направление, в одну цель. То есть ты увидел, поставил перед собой эту цель. И тебе нужно какое-то время держаться. И это накладывает на вас определенную ответственность не распылять себя в разные стороны, а именно детализация какого-то одного направления. Иначе начнешь и вправо, и влево, так и это упустишь. Вот такой тонкий, мои дорогие, нюанс. Но к чему и все идет? Возможности. А возможности действительно они и широки, и, по сути дела, реализовать какую-то вашу мечту. К чему все идет? Ну, наверное, сам ангел вас успокаивает. Девятка мечей, мы сказали, карта искаженного восприятия. По этой карте, ну, знаете, может быть, вот в ближайшем будущем мы еще будем повторять наши расклады, поэтому вы не загадывайте большой срок. У нас сейчас такая жизнь, я думаю, большинство со мной согласятся, что все как с ног на голову переворачивается. И то, что мы думали еще вечером, утром она, елки-палки, оно уже как-то по-другому. Поэтому вот, но в ближайшее время приготовьтесь к тому, что без ваших изменений, а может быть как раз и период-то благоприятен, потому что по аркану умеренности здесь могут быть, я должна это сказать, пусть не в этой колоде карт, но иногда проходят не случайные случайности. Или для чего нам нужна умеренность? А для того, чтобы мы подметили что-то иррациональное. А это, наверное, как по Урану в Близнецах. Это новый способ действия, это новый метод работы, это новый подход к делу, новый подход к отношениям. Может быть, я допускаю, вот, кстати, была с кем-то ссора, или вы расстались, или, ну, что-то вот, ну, была какая-то неразбериха, да, о которой я говорила. А тут вам придется еще какой-то период времени с этим человеком встречаться, контактировать. И вы это должны, знаете, делать настолько беспристрастно. Ну вот, наверное, как у нас сейчас год змеи, кто смотрит мои видео именно теперь. А змея у нас, она наблюдательна, она анализирует, делает выводы. А вот потом она себе говорит: пора. И мы знаем, бросок змеи молниеносен. Вот что-то подобное. Включайте змеиный режим. Но это наблюдение. Это опять же мудрость где-то, да? Будем с вами говорить. Вот для вас это будет очень важно. Но внешних каких-то воздействий на вас пока нет. Вам пространство, Вселенная, высшей силы, как подсказку, можно даже эту карту как знак судьбы воспринимать. У вас в ближайшие дни вот такое время, когда вы можете и привести и мысли в порядок, кстати, и с чем-то определиться. И потом вот как будто, да, чтобы сказать себе «пора», или, может быть, и настойчиво что-то терпеливо продолжать. Но это одно направление. Поэтому к чему все идет? А умеренность – это уже, знаете, внутренний баланс, гармония. Вот вы что-то будете чем-то заниматься таким,
И, может быть, шаг за шагом видите уже плоды труда своего, куда я стремлюсь и в конечном итоге какие же будут у меня те последующие далекие берега. Вот что-то, как тайное, станет явным. Причем это не та тайна, которую от вас скрывают, а это вы сами можете, как инсайтом, обнаружить, что совершили в чем-то ошибку. Будьте к себе милосердней. Или как будто шел не туда. А вот теперь я больше туда не пойду, я теперь буду что-то делать по-другому. Или пусть это будет даже касаться где-то выстраивания взаимоотношений. Над взаимоотношениями тоже надо работать. Но, значит, все равно в каком-то ином ключе. Но высшие силы вам помогают. К чему все идет? Вот интересно, шестерка мечей. Ага, вот пошли у нас старшие арканы. Тут действительно карта Иерофанта – это как карта судьбы. Все то, что произошло в вашей жизни, в предыдущие дни, может быть, и месяцы, вас приводило к какому-то общему знаменателю. Вы должны были подвести определенные итоги, и что-то, скорее всего, должно было завершиться. Может быть, с какими-то непредвиденными историями вы столкнулись. Опять же, не бывает ничего просто так. Вам предначертан другой путь. Вам вот эта лестница наверх, которую вам еще нужно пройти. Причем так, когда вот эту лестницу мы представляем, да, а посмотрите, тут сразу как, ну, отчасти можно сказать древо сферот или такое волшебное древо наших достижений, может быть и так. Все-таки это карта и ученика, и учителя. Это и вы можете быть для кого-то учителем, но и вам-то тоже как будто нужно что-то новое осваивать, подниматься. Вот перед вами, вы как сейчас понимаете, на первой ступеньке. Уже какой-то опыт есть, то есть на первую вы поднялись. А вот дальше вам нужно пройти. И причем так ступенчато. Преодолели какую-то высоту в одну ступеньку, не торопитесь куда-то. Мы только об этом с вами говорили. И нужно обязательно отдышаться, осмотреться, что происходит вокруг, и быть реалистом. Иерофант – это великий реалист. И, кстати, если мы говорим на новые достижения, вот это, представьте, что вы сейчас уже как будто отплываете от этого прежнего берега, но вы один или одна, еще какой-то путь, пусть даже по вашим достижениям, или, ну, все то, что я говорила, уже не повторяюсь, вам придется пройти. Потому что вы видите какую-то свою конечную цель. Она лично ваша, не чья-нибудь другая. И другой не видит. И было бы неуместно пользоваться советами со стороны, или самому даже, или самой спрашивать, а что ты думаешь по этому поводу? Да хоть что он там думает, или она, по этому поводу. Главное, что думаете вы, мои дорогие. И вот вам вот так вот только наверх. И вам высшие силы помогают. Аркан уверенности, умеренности. И вы знаете, тут действительно будет какой-то спокойный период, когда вы должны и мысли в порядок привести, и сделать первые шаги. Вот на что-то как и решиться, а тут вам еще и пространство будет помогать. Как только вы определитесь, нужные люди будут встречаться, нужные двери будут открываться. И вот это вот не случайная случайность. Мы тоже можем отнести в разряд того, что когда вы встречаете того человека, который просто вам интересен, потому что другой ход мыслей. Мы по этим картам, пройдя какой-то сложный опыт, мы не спешим кому-то понравиться. Нам все равно, как нас где-то воспринимают люди. Но это не значит, что мы, ну, становимся нетерпимыми после пятерки мечей. Мы тут, знаете, уходим, ну, начинаем себя сохранять, это точно. Мы тут вердиктов не выносим, никому ничего не обещаем. Максимально перепроверяем, что мы подписываем. Максимально стараемся себе хуже не сделать, понимаете? Поэтому, да, новых людей впускаем, но при этом мы настороже. И для вас вот эти энергии совершенно необходимы. Да к чему это все идет? А дальше будет еще какой-то выбор. Кстати, семерку чаш иногда как путаницу трактуют или иллюзорный успех. Поэтому какой-то жизненный экзамен по карте Иерофанта вам придется сдать. И это будет состояние выбора. Значит, вот вы как будто, ну, как вот, наверное, ступенчатость, да, поднялись на следующую ступеньку, и там опять нам какой-то придется экзамен проходить. А чаще всего экзамен жизни – это и есть своеобразный выбор. И этот выбор, вот как 7 чаш,
а выбрать нужно одну. И не застрять в этом надолго. Ведь это еще и карта прокрастинации, мы никак не можем решиться. И может быть для вас не остановиться на одной ступеньке. Ведь если говорю, задержка, прокрастинация, когда мы начинаем думать, что ну я ж чего-то достиг, вот вы чего-то достигнете. И у вас может создаться такая иллюзия, что ну все, меня теперь все устраивает, я буду теперь это удерживать. Нет, тут фокус в другом. Нужно идти и еще вперед. Вот выше, 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 выше. А по семерке чаш мы можем подзастрять, думая, что ну может быть сейчас его величество случай или что-то тут такое хорошее придет. А карта нам говорит, нет, ты сейчас просто на выборе. Ну вот интересно. Мне хочется задать такой вопрос, как изменится ваша жизнь. Давайте третий ряд с вами. Для чего это все было нужно? Для чего все это было нужно? Какое будущее вас ждет? Да, вы еще столкнетесь с разного рода людьми. Вы будьте готовы к тому, что, ну, будут какие-то, может быть, и метаморфозы. Вы можете столкнуться с людьми, которые с вами спорят. Кто-то может столкнуться с тем, что придется отправляться в разного рода инстанции, может быть, и узнавать какую-то юридическую информацию и действовать быстро. Может быть и человек, который буквально в вашу жизнь придет на порог. Будьте готовы к неожиданностям, одним словом, мои дорогие. Вы должны себя где-то натренировать, правда, что я вот очень рациональна, я не теряю хладнокровие, и я вот этот объективизм, или вот если даже человек приходит, я эмоции опускаю вообще. Я начинаю соображать буквально, да, для чего он пришел. Я начинаю подмечать какие-то детали. И вот это вам будет помогать, потому что вы столкнетесь с разного рода событиями. К этому просто нужно быть готовым. Ну, наверное, это тоже как своеобразный экзамен жизни. Почему? А что-то будет заканчиваться. И если даже, вот я говорила по пятерке мечей, какой-то период времени и есть контакты с конкретным человеком, или нам нужно даже убрать с ним какую-то конфронтацию. И поверьте, пусть он вам неприятен, но вы где-то конфронтацию нейтрализовали, приняли для себя какое-то Соломоново решение. Этот человек все равно, если суждено, он уйдет. Волшебная карта, мне она нравится. 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть. Это карта перерождения. Посмотрите, лемниската. У вас меняется жизненная эпоха. У вас какая-то перезагрузка в вашей матрице, мои дорогие, происходит. Ну, наверное, у каждого сейчас, раз уж мы с вами живем в эпоху перемен. И вот эта путеводная звезда, она уже вас манит. Вам уже что-то новое интересно. Поэтому я даже в целом могу сказать, а так вот астрологически до конца 2025 и уж тем более в 2026 год огненной лошади. Приготовьтесь к тому, что будут уходить из вашей жизни. Это могут какие-то дела, может быть, даже какие-то планы мы будем менять. Может быть, это будет связано и с людьми, которые тоже уходят. Возможно, это по труду, кто-то из друзей. Допускаю, что у кого-то и любовная история. Любовь по разным причинам. Но мы должны понимать, что это перерождение. И если уходит один человек, на смену придут другие. Вот поэтому отпускай, учись отпускать, вот конкретно так. И то, что пытается завершиться, если мы спросили не просто к чему идет, а вот что будет продолжаться, то по этому аркану будет продолжаться то, что имеет перспективу, а то, что уже пробуксовывает, то, что уже вы попробовали не один раз, и уже знаете, какой результат вы получите. Оставь это, отпусти. Так вот, что же там будет дальше? Опять же будет усталость. Может быть, впереди у нас две карты, причем такие рабочие. И вам действительно нужно будет, как поставил одну цель, и ты в эту цель должен бросить все свои усилия. Ну, не буквально все. По этой карте мы еще должны успеть отдыхать. Да? Может быть, это вы вполне вероятно куда-то отправитесь, или когда вы будете по труду, по занятости, еще какую-то перерокировку. Все-таки девушка сложила свои нехитрые пожитки и ушла откуда-то.
Поэтому будьте готовы к тому, что вы, может быть, даже у кого-то вы будете делегировать, оставлять какие-то свои прежние занятости или какие-то обязанности, перекладывать на кого-то другого, кто призван этим заниматься. Здесь действительно перемены в вашей жизни. По десятке жезлов что-то завершается именно по вашему труду. Но это чаще всего то, что нам уже не интересно. Или куда мы приложили много усилий, а в итоге понимаем, что это нас просто энергетически свело к минимуму или вообще обнулило нашу энергию. Понимаете, вот тут нужно продумать какой-то рабочий процесс. Хорошо, что будет дальше, вот по аркану умеренности. Правда, выбор у вас какой-то будет, аркан влюбленная. У кого-то может быть встреча, для тех, кто один или одна. Когда вы находитесь в новых энергиях, когда вы позволяете новым людям. Причем вы каждого тоже анализируете, мы уже об этом с вами говорили. Речь не идет о том, что мы тут замечтались или доверились первому встречному. Встречный может оказаться временным прохожим, пройдохой, а может быть и тем человеком, который вошел в нашу жизнь надолго. Но прежде чем мы определимся, не надо терять связь с реальностью, да? Мы уже об этом с вами говорили. Так вот, у кого-то это может быть либо выбор какой-то очень важный в жизни, может быть, он будет связан даже, ну, где-то и с перемещением, переездом, сменой сферы занятости, но у кого-то этот выбор именно в любви, именно в отношениях. Ладно, давайте по карте Рамфант. Что будет дальше? Ну, какой-то однозначный выбор нам придется делать. По восьмерке чаш мы ищем выход, и мы его находим. Или мы пытаемся сделать этот выбор, и мы его делаем. И наша Яна девушка сидела возле вот этой чаши. Ну, как прообраз очага домашнего. А ведь правда, кто-то переедет. Это не произойдет быстро. Это вот как иерофант по судьбе. Но как будто, может быть, для многих из вас, если вы о чем-то думали или за свою жизнь не единожды пытались куда-то уехать, рассматривали эти варианты. Я допускаю, что каждый раз что-то не получалось. Или получалось, но переехали куда-то, понимаете, что нет, тут опять нужно что-то менять. Вот, понимаете, вас судьба как ведет какой-то тропинкой, дорогой, как нить Ариадны. Вы пока не видите, куда же я приду, но вы можете это чувствовать. Не все поддается нашему анализу с позиции где-то логики, но в данном случае наша интуиция нам дает правильное, как вот ощущение мира, ощущение самого себя, того, что вы можете добиться. И это не эмоции, это не самоуверенность, это такой тихенький голосок нашей души. Так вот, какой-то выход, выбор вы будете точно делать. И для вас вот от искусственного огня путь к солнцу. Хорошо, что будет дальше? У кого-то, может быть, и придется переключаться. Или вот мудрость, да, вот это приходит, мы с вами говорили. Король чаш – единственная персона, которая умеет правильно распорядиться как и чувствами, эмоциями, так и деньгами. Я бы сказала, вот эти две сферы жизни человек просто не смешивает в одну корзину. Он позволяет себе любить и умеет любить, и быть любимым. Он откликается. Это карта человека, который способен на сострадание, на эмпатию, но и в то же время. Материализм для него очень важен. Почему всегда, кстати, в любой колоде изображен даже вот среди вод, например, да, как здесь. Но нам показан, что король чаш у нас как будто, ну, какой-то риф там присутствует под водой, и он просто на нем покоится. Для него необходим определенный базис, материальный или буквально финансовая какая-то ситуация. Она должна быть тоже стабильная или выровненная. Так вот, для кого-то из вас это вы будете в таких энергиях. И когда мы не добавляем такой жесткой прагматики в чувства, а любим просто искренне, это здорово. Но и в обратную ситуацию, когда мы вынуждены решать рациональные вопросы, туда не надо примешивать эмоций. Мы с вами это говорили. От этого ваш какой-то выбор будет зависеть. Или, может быть, это какая-то новость такая судьбоносная, когда вам придется принимать важное решение. Может быть, и у кого-то даже будет связано с переездом, поездкой или со сменами по вашей деятельности.
Но по этой карте, если уж вам выпал аркан влюбленная, очень часто проходят наши близкие. И неважно, мои дорогие, что это король у нас выпал. И если смотрят даже меня мужчины, ну, скорее всего, это вы можете построить семью, личную жизнь, теплый дом и уравновесить и эмоции, эмпатию, когда вас будут окружать надежные люди. Но и материализм никуда не денешься. Здесь будет вот именно вот эти две составляющие в полном балансе. Вот таким был наш расклад, к чему все идет. Тут большому кораблю большое плавание. Тут даже что-то и не заканчивается, а постепенно будет развиваться. Там еще продолжение следует. Но добрая энергия при помощи высших сил пытается вам помочь отстроить свою жизнь. Возможно, даже заново. Или в новых условиях, в новой изменившейся реальности. Перекладывайте на себя, а я вас благодарю за ваши волшебные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.